Привет! Открываем марафон пельменей всем знакомыми, много кем любимыми сибирскими пельменями. Для начала приготовим тесто. Для этого нам понадобится 600 грамм муки, я уже ее просеял. Туда же одно яйцо, чайную ложку соли. Без горки по весу это получается примерно 8-9 грамм. 3 столовых ложки растительного масла. Раз, два, три. Где-то грамм 10-12 по весу. 300 миллилитров холодной воды. И вымешиваем тесто. Помимо классического рецепта теста распространены его следующие виды. В заварном тесте вместо охлажденной воды используют кипящую, что в свою очередь не изменяет вкус, но облегчает работу с тестом. В гречишном тесте часть муки высшего сорта заменена на гречишную муку. Полная замена рассыпчатого ингредиента нежелательна, потому как в гречишной муке недостаточное количество клейковины, из-за чего тесто получится неэластичным. Существуют рецепты, в которых воду полностью или частично заменяют на молоко или кисломолочные продукты. Согласно некоторых источников, добавление небольшого количества водки в тесто позволяет сократить время отдыха теста. Тесто получается почти не липнущее к рукам. Формируем колобок в миску, накрываем полотенчиком и отдыхать его минут на 20. Пока наше тесто отдыхает, тем временем подготавливаем начинку. Для начинки берем 300 грамм свиного фарша, 300 грамм говяжьего фарша, лук репчатый мелко нарезанный 80 грамм, соль, та же чайная ложка, черный перчик, и обязательно добавляем немного жидкости. Можно использовать бульон или воду. Я использую молоко, в данном случае у меня сливки. 60 мл. И вымешиваем. Мешаем до тех пор, пока жидкость не уйдет в мясо. Если вдруг мясо не впитало всю жидкость, можно добавить немного воды. Но лучше помешать еще чуть-чуть. Уже прошло 20 минут. Тесто наше стало более эластичное, чуть более липкое, чем было. Его надо еще немного вымешать, можно немного отбить. Теперь берем удобный кусок, можно оторвать, можно отрезать и раскатываем. Раскатывать сильно тонкое тесто не надо, иначе пельмешки просто-напросто разварятся и весь вкусный сок из мяса уйдет прямо в ваш бульон. Нам этого не надо, поэтому тесто должно быть тонким, но не прозрачным. Теперь кружок. У меня получился не кружок, немножко его поправляем. Количество начинки подбираем экспериментально под каждый диаметр. Ложим в пельмешку. Одну сторону смачиваем водой. Закрываем. Очень важно сделать это качественно, чтобы сок с пельмешки не ушел.
И для того, чтобы она точно не раскрылась, защипываем вот так вот. Все. Берем любую удобную тару, застилаем низ пергаментом, выкладываем, повторяем n количество раз, пока не получится все пельмешки. Пельмени искаженное от пермяцкого пельняни, пюрь, ухо, и нянь, тесто, тестяное ухо. Блюдо, пришедшее в русскую кухню с конца XIV – начала XV века с Урала и особенно после начала русской колонизации Зауралья. Существовало у народов северо-востока европейской части России, пермяков, коми, удмуртов, а также сибирских татар как древнейшее ритуальное блюдо. Известно под иными наименованиями также другим финно-угорским народам. Весьма возможно, что было занесено на Древний Урал с востока, из Китая и древнейших государств Средней Азии как идея, но получило свое развитие и стало международно признанным под своим уральским наименованием. Настоящие пельмени характеризуются сочетанием фарша 3 видов мяса, говядины 45%, баранины 35%, свинины 20%. Тесто для пельменей – обычное тесто для домашней лапши. Кроме мясного фарша в начинку идет лук, немного бланшированной травы, сныть крапива, петрушка, смотря по времени года, черный перец, чуть муки, для придания фаршу необходимой вязкости, и небольшое количество мясного бульона для умеренного насыщения влагой. Пельмени становятся особенно вкусны, когда их после приготовления замораживают. Именно этот прием естественно применяется в Сибири, где замораживание – одна из обычных форм хранения пищевых продуктов. При этом тесто пельменей улучшает свои вкусовые качества. Отсюда и пошло наименование пельменей эндквот, сибирский эндквот, как лучшего сорта пельменей. Таким образом, лишь предварительно замороженные перед употреблением пельмени могут называться сибирскими или уральскими, а не какая-то их разновидность с иной начинкой, как иногда думают. Настоящие пельмени должны, кроме того, обладать широким тестяным рантом вокруг начинки, а сама начинка лежать свободно, с оставлением небольшого пустого пространства, чтобы пельмени не лопнули и не прорвали начинку во время отваривания. Поэтому пельмени, изготовленные промышленным путем или при помощи особых пельменниц в домашних условиях и не отвечающие этим требованиям, всегда будут значительно менее вкусны, чем настоящие пельмени. Отваривание пельменей следует производить до полного проваривания теста, и поэтому крепость защипки пельменей, их прочного тестяного ранта имеет важное значение для создания хорошего вкуса изделия. Края теста при защипке следует смачивать холодной водой, а всплытие пельменей во время отваривания должно происходить дважды. Отваривать пельмени следует либо в мясном бульоне, либо аляна, но ни в коем случае не просто в подсоленной воде. Пельмени дали основания для создания многими другими народами пельменеобразных блюд, имеющих иное наименование и отличающихся от настоящих пельменей характером и составом начинки, размером или формой. Таковы русские кундюмы, иранские и азербайджанские дюшпара, литовские колтуна или колдуны, узбекские манты, армянские бараки, марийские подкоголья, украинские вареники, туркменские агурджалинские балык-бёрек. Из кулинарного словаря Похлебкина Вильяма Васильевича, 2002 год. Пельмешки замерзли, бульон закипел. Если жалко использовать бульон, используйте бульонный кубик или хотя бы соль и лавровый лист или любимые специи. Теперь все отправляем в воду. Ждем, пока закипит. Пельмени кипят 3 минуты. Надо проверить, насколько они готовы. Вылавливаем пельмешку и пополам. Все, мясо готово. Крови не осталось. Сливаем. Все это дело в тарелку. Чуть-чуть укропа для красоты. И сметана. Горячо.
Это вкусно. Приятного аппетита. Подписывайся. Впереди еще много разных пельменей.